День добрый. Шерман в сотом масштабе от звезды. Инструкция простая. Сборка элементарная, без клея. Все детали на одном литнике, и детализация для сотого масштаба очень и очень хорошая. Отделяю детали от литника при помощи бокорезов и зачищаю места крепления пилочкой. Пока есть доступ к пулемету, отлитому в пластике, срежу и заменю на иглу от шприца подходящего диаметра. Сверлом 0,6 мм делаю отверстие и вставляю иглу. Далее все просто. Соединяем детали в пазы и на выходе получаем танчик с приличными щелями по периметру корпуса, а также башню из двух половинок. Но наши руки не для скуки, и с этого момента начинаются доработки Шермана. Очень аккуратно срезаю рымы ножом. Делаю отверстие под проволоку. У меня есть набор сверел. Они очень острые, тонкие и очень хрупкие. Заменил все, что смог заменить. Теперь начинается самое интересное. Это изготовление установки Калиопа. Для этого мне понадобятся иглы 18G, и обрезать в нужный размер буду при помощи гравера. Калиопа — это муза эпической поэзии. В честь нее назван музыкальный инструмент, похожий на орган. Собственно, это же имя носит американская реактивная система залпового огня, предназначенная для размещения на средних танках М4 и имевшая от 60 до 90 трубчатых направляющих для 114 мм неуправляемых реактивных снарядов. Горизонтальное наведение пусковой установки осуществлялось поворотом башни, а вертикальное — подъемом и опусканием танкового орудия, ствол которого был соединен с направляющими пусковой установки специальной тягой. Несмотря на наличие ракетного вооружения, танк полностью сохранял вооружение и бронирование обычного Шермана, что делало его единственный РСЗО, способный действовать непосредственно на поле боя. Экипаж Калиопы мог вести огонь ракетами, находясь внутри танка. Минусом являлось то, что приводы установки были присоединены непосредственно к стволу танкового орудия, что не давало вести огонь из него до тех пор, пока пусковая установка не отбрасывалась. Тем временем я соединил трубчатые направляющие при помощи пивжести и, используя полистирол, соединил два ряда трубок между собой. Тонкую полоску пивжести нарезаю на отрезки и приклеиваю на заднюю часть направляющих суперклеем.
Вид они имеют простых прямоугольников. Я же хочу сделать что-то похожее на правду. И используя пилочку, буду их обрабатывать. Это спица от зонта диаметром 1 мм. И благодаря граверу я смогу резать металл, не напрягаясь. Из проволоки согнул элемент установки и устанавливаю на место. Используя жилу из многожильного провода, путем накручивания на ось из иглы делаю пружину. Из полистирола изготавливаю стойки установки. В башне проделываю отверстие под ось, впоследствии у нее будут закреплены стойки. Сделал отверстие в маске орудия, укоротил ствол, добавил защиту перископов и пару отверстий в крыше башни для проводов. После всего этого можно склеить две половинки башни. Модельный клей подплавляет пластик, смягчает его, и если все аккуратно сделать, то можно убрать шов на башне путем затирания места стыка и последующей шлифовки. Для корпуса я использовал шпатлевку от Tamiya. Все детали загрунтовал, и давайте пройдемся еще раз по тому, что было сделано. Добавил тягу на ствол орудия, сделал вынос антенны и провел провод в башню. На тыльной стороне разместил крепление пулемета. Внизу ось для крепления стоек установки. Сама она уже тоже в грунте, немного кривовата, но фото, что я видел, фото реальных установок, в общем, они тоже не идеальны. Вот так будет выглядеть все вместе. Пока просто прикинул, красить буду все по отдельности. Ну и конечно же загрунтовал ходовую и корпус танка. Цвет использую оливковый от Pacific 88. Покрываю модель тонким слоем краски, чтобы не убить детализацию. На сотом масштабе это сделать на раз-два. Далее модуляция. В оливку добавляю белый сатиновый и выкрашиваю всякие лючки, крышки. В общем, придаю объем. Темно-желтый выделяю деревянные элементы.
Сухой кистью, цветом светлее базы, прохожусь по выступающим граням ходовой. Делаю смывку из масляной краски, разбавленной в вайспирите. В пигмент добавляю воду и заливаю те места, в которых обычно собирается пыль с дорог. Для грубой сухой грязи использую светлый пигмент в сухом виде и закрепляю фиксатором. Простым мягким карандашом делаю потертости до металла. В итоге имеем вот такого малыша, чуть больше спичечного коробка. Не скажу, что модель прям идеальна, у нее есть косяки. С катков я забыл убрать швы, да и модуляцию, которую я делал, что-то не особо и видно. Плюс закрепитель пигмента затек в пару мест, куда не должен, а он после себя оставляет глянцевый след. В общем, получилось то, что получилось. В целом неплохо. Я реализовал то, что хотел. Это, конечно же, установка Калиопа. С ней Шерман выглядит очень и очень хорошо. Маленький Шерман на максималках. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.